Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю запеканку с макаронами и творогом. Как в детстве, я лично помню эту запеканку еще с детского садика. Нежная, ароматная, с ванильной ноткой и румяной корочкой. Готовится легко, а получается очень домашней и уютной. Идеально подходит для завтрака, перекуса или сладкого ужина всей семьей. Можно подать и с медом, и с вареньем, и со сметаной. Я добавляю мед и ягоды. Такая запеканка нравится и детям, и взрослым. И для рецепта мне понадобится: подготовлю разъемную форму. Размер 28 на 18 сантиметров. Я ее хорошо смазываю кусочком сливочного масла. И дно, и бортики. Я сначала подготовлю творожную массу, потому что для рецепта я буду использовать спагетти, которые варятся 3 минуты. У меня это спагетти называются волосы ангела. Они очень тоненькие. И для рецепта спагетти лучше немного не доварить, чтобы они были аль денте, слегка твердые. Я уже поставила кипятиться воду. К творогу добавляю сметану. Кстати, творог у меня домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. А сметану я использую жирную. Добавляю мягкое сливочное масло. Я его так немного подтопила в микроволновке. Всыпаю сахар. Сахар добавляйте по вкусу. Но у меня дома все любят эту запеканку, когда она такая сладенькая. Добавляю яйца. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 70 граммов. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Пробиваю все погружным блендером до однородности. Можно просто перемешать лопаткой, как вам удобно. Получилась вот такая нежная творожная масса. Вода закипела. Добавляю немного соли и отправляю вариться спагетти. У меня здесь получается не полная пачка, а 400 граммов. Всего в пачке у меня 500 граммов. На упаковке у меня написано варить спагетти 3 минуты. Я буду варить 2. Все очень быстро. Спагетти отварились. Снимаю кастрюлю с плиты. Макароны из воды я сразу перекладываю в творожную массу. Хорошо стряхиваю воду. И теперь я хорошо все перемешиваю. По желанию в эту запеканку можно добавить изюм, либо другие сухофрукты. Даже можно добавить и свежие ягоды. Но я свежими ягодами просто потом сверху украшу. Не хочу их запекать. Переливаю массу в форму и разравниваю. Сверху я все немного присыплю тростниковым сахаром для образования румяной корочки. Это не обязательно. Буквально добавляю 1 столовую ложку сахара. И отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Запеканка испеклась. Она вот так красиво сверху подрумянилась. И сейчас ее надо оставить до полного остывания. Конечно, ее можно подать и теплой, но когда она холодная, она лучше разрезается. Я оставляю ее остывать прямо в форме. Запеканка у меня уже полностью остыла, и я извлеку ее из формы. Вообще такую запеканку очень удобно готовить вечером, а утром у вас прекрасный завтрак. Сверху запеканку можно слегка присыпать сахарной пудрой. Это, конечно, по желанию. И я также сверху разбросаю еще свежие ягоды голубики и клубники. И, конечно, давайте сейчас разрежем. В этой запеканке получается красивый рисунок именно благодаря спагетти. Запеканка получилась очень нежная и вкусная. Обязательно ее приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!